Tumba, tumdidi tumba, tumdidi tumba, tumdidi tumba, tumдиди tumba, tumдиди tumba, tumдиди tumba. Всех приветствую, дорогие мои друзья, господа, товарищи. Опять у нас, как всегда, классический ленинградский ландшафт, классическое ленинградское состояние погоды. Вон там где-то у нас солнышко, вот где-то в самом ярком промежутке, видимо, оно там. Но не суть, нас это нисколько не смущает. Итак, в нашем сегодняшнем цикле «Телепедорач» будем обозревать то, с чего иногда бывает кто-то еще и стреляет. Значит, ружье у нас на этот сегодняшний день, да, вот такое, с характером, берет, само переворачивается. Значит, ружье у нас какое сегодня? Сайга 20-го калибра, 90, по-моему, 8-го года выпуска. Не одна из первых, но, тем не менее, она у нас, ну, скажем так, минимум из прошлого тысячелетия. Так, чехол не от нее, сразу говорю. Ремешок тоже не от нее, сразу говорю. Вот такая вот шайтан-труба, хренотень, как там ее еще дальше называют, дамское ружье. Сейчас ее очень редко где можно встретить в продаже, именно новую, да. И, в принципе, и все и боеприпасы, и гильзы, там, если покупаете отдельно, тоже редко где попадаются. Ну, как попадаются, но, скажем так, уже не в 100% магазинах, а уже в 70% магазинов. 20-й калибр был мной приобретен, в принципе, только ради того, чтобы она у меня отлежала 5 лет, и потом получить разрешение на нарезное оружие, а хочу я себе взять мелкашку. Очень любил и люблю стрелять именно на меткость, через оптику. Мне вот эти вот там охоты, убойные дальности и все остальное абсолютно не нужно. Люблю стрелять для себя, для удовольствия, для своего эстетического и морального, так скажем, удовлетворения. Хочу взять мелкашку для того, чтобы просто тупо тренироваться на разные расстояния и разные погодные условия, ну и так далее. Нет, не хочу я стать никаким ни киллером, боже упаси, нет. Ни по людям, никогда, ни за что. Ну, не суть, что-то я уже в дебри, конечно, углубился. Вернемся к обзору нашей Сайги 20 98-го года выпуска по паспорту. Значит, что мы тут имеем? Ну, имеем стандартный механизм, якобы вроде бы как похожий на Калашников. Но, естественно, кто что Калашников, кто видел настоящий, кто с ним бегал не 1 километр, а еще и где-нибудь лазил по полям и лесам, он поймет, что это, конечно, не то, но что-то отдаленно напоминающее товарища Калашникова у нас здесь присутствует. А именно, предохранитель, он же и переводчик огня. Здесь он, естественно, для гражданского оружия только в одном положении, автоматического нет, только одиночные. Затворная вот эта вот рама узнаваемая, да? Вот это вот, как она правильно у нас там называется, крышка ствольной коробки, или как там она еще, не помню точно. Короче говоря, Сайга 20. Друзья, товарищи, из этой Сайги она у меня уже примерно года полтора. Настрелял я из нее, ну, вот уж так уж, чтобы по чесноку говорить, настрелял, наверное, больше 1000 патронов. Больше 1000 патронов настрелял. Значит, патроны, естественно, сначала я покупал, а потом
просто-напросто стал их делать сам. Хорошо, что у меня еще от бати кое-что оставалось в плане ручного инструмента для крутки патронов. Ну, правда, у него 12-го калибра было ружье. Но не суть, мне это очень все равно сильно помогло. Потом покупал всякие разные комплектующие и начал крутить патроны сам. Патроны храню вот в таком вот дедовском ящике, экспроприированном где-то с воинской части, дед был военным. Измерительные ленты М64-05-021. Измерительные ленты. Что значит измерительные? Ну, я знаю, магнитные ленты в то время были, на которые записывалось там аудио и так далее. Измерительные ленты. Ну, не знаю. Короче, из-под каких-то измерительных лент. Открываем этот данный ящик. Смотрим, что в нем. А в нем у нас раз, два магазина. А где третий? А третий, наверное, у нас здесь, да? В чехле. Вот, да, вот он. В чехле от ружья. Магазины, как вы видите, в патронном ящике хранятся обязательно не заряженными, не снаряженными. Запрещается хранить снаряженные магазины. До этого могут реально докопаться. Ну и, собственно, сами патроны. Вон их там дохренища. Здесь, ну, на данный момент порядка 150 патронов в этом ящике. Дома еще около 100, которые ждут своего снаряжения отстрелянные. Значит, где я их беру? Все очень просто. Изначально, естественно, я покупал патроны в пачках в магазине. Ну, а потом, как бы, памятуя о том, что, в принципе, самому-то их делать-то будет намного дешевле, стал делать сам. Купил вот эти вот гильзы. Каждая гильза стоит 8 рублей. Она продается уже с капсулем. Капсуль, конечно, ну, после того, как отстреливается, можно заменить. Все, кто снаряжает патроны, знают. Значит, грубо говоря, на сегодняшний момент у меня примерно 250 гильз, из которых можно сделать патроны. Что касается вопроса о гильзах. Значит, если вы... смысл в чем? Каждый раз, когда патрон попадает непосредственно из магазина в патронник, по нему бьет затворная рама. И мы с вами получаем, так, чтобы сфокусировалось, вот такие вот небольшие вмятинки на корпусе. Вот видите, вот квадратненькие вмятинки. Раз, два. Здесь вот, видимо, было 3 небольшое. 3. Раз, два, 3. Да. Вот это символизирует о том, что вот эти вмятинки, это сколько раз, значит, данный патрон засылался в ствол. Ну давай, фокусируйся, зараза. Сколько раз данный... О, замечательно. О, и 2 еще рядом. Вот они. Раз, два. Раз, два, 3. Вот здесь 4 справа. 4 раза данная гильза уже стреляла. И, как видите, она снаряжена 5-й раз. Гильзы, в принципе, живучие. 8 рублей одна штука стоит уже вместе с капсулем. Но, естественно, потом, когда она отстрелена, вы ее собираете, капсуль меняете, порох засыпаете и все остальное. Итак, короче, 250 патронов, в принципе, у меня, ну, в плане гильз уже есть. С этой ружбайки, я еще раз повторяюсь, я стрелял уже, наверное, больше 1000. Исходя из того, что у меня каждая гильза уже по 4 раза стреляна. И сегодня мы с вами попробуем поугарать, пострелять
по обычной маленькой мишеньке в плане канистры с водой, которая находится у нас примерно в 20 метрах. Вот она, если видите, вот она стоит. Наполнил я ее водой. Техника безопасности у нас соблюдена. Значит, никого. Дорога намного ниже. Озеро намного ниже. Здесь лес стеной. Вот эта вот дорога, которая вот идет слева, это не дорога. Она никуда не идет. Все, она там дальше кончается. Это песчаная насыпь. Вот она, собственно, наша канистра. Вот здесь вот, как видите, есть небольшой брустверок песчаный, куда у нас уйдет вся наша дробь. Пули стрелять не буду. Пуля дома валяется. Да и, в принципе, она мне нафиг не нужна. Я не охотник. Я люблю просто небольшие, незатейливые, безопасные пострелухи. И так будем потихонечку собираться. Доска пошла. Итак, значит, сейчас мы отстреляли 5-зарядный магазин, и 6-й был у нас в патроннике. А сейчас мы будем брать 10-зарядный. Это максимум то, что разрешается для гражданского оружия. 10-зарядный магазин. Есть у меня с ним небольшие проблемы, но я потом на видео на отдельном покажу их. Сейчас попробуем отстрелять так, чтобы у нас ничего не заклинило, ничего не повело, не закусило и так далее. Итак, наш волшебный оператор, чей дебют вы видели в прошлом видео с отстрелом ТТ, сейчас нам в этом поможет. Так, хватаем камеру, да, вот так. Аккуратно, очень аккуратно, очень. Делаем все то же самое. Значит, ну, в принципе, патроны у нас далеко, поэтому в ствол мы заряжать ничего не будем. 11-м. Просто возьмем 10-зарядный. Подсоединяем. Ну, если со стороны, то типа как похоже на калашников, да? Ага, сейчас. Так, далее. Все, есть. Пошли стрелять. Закусь. Хорошо пошло.